Привет! Меня зовут Лена. В этом видео я приготовила для вас очень необычный и эффектный муссовый ПП-торт индиго. Это сливочно-черничная нежность на пропитанном песочном корже. Он очень вкусный и, как и все на моем канале, не содержит сахара и трансжиров. У этого тортика лаконичный дизайн, его красота в простоте. Изюминка его оформления в игре цветов. Я подобрала для вас точные граммовки ингредиентов каждого слоя для получения красивых оттенков. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Цельнозерновая мука, кукурузная мука, яйцо, йогурт, кокосовое масло, разрыхлитель, подсластитель, цедра лимона, ваниль, сироп топинамбура, мягкий творог, сухое молоко, черника, вода и желатин. Друзья, большое спасибо за ваши лайки, за ваши добрые слова в комментариях. Они всегда вдохновляют меня на новые рецепты. Для коржа нам понадобится 100 грамм цельнозерновой полбяной муки. Подойдет также пшеничная или овсяная. Добавляем 50 грамм кукурузной или рисовой муки, 10 грамм подсластителя, 7 грамм разрыхлителя и пол-грамма ванилина. Перемешиваем сухие ингредиенты. Также нам понадобится 60 грамм йогурта, цедра половины лимона и одно яйцо. Смешиваем жидкие ингредиенты и добавляем их к сухим. Все тщательно перемешиваем. И в это тесто добавляем 20 грамм растопленного масла ги. Его рецепт уже есть на моем канале. Или кокосового масла. Вымешиваем. Вот такое густое тесто у нас получилось. Отправляем его в холодильник на 15 минут. Раскатывать будем сразу на коврике. Выкладываем тесто и укрываем его пленкой, чтобы оно не липло к скалке. Раскатываем в пласт диаметром чуть больше 16 сантиметров. Перекладываем на противень и прокалываем вилкой по всей поверхности. Выпекаем 20 минут при температуре 175 градусов Цельсия. Вот такой корж у нас получился. Вырезаем из него круг диаметром 16 сантиметров. Посмотрите, корж очень плотненький, ближе всего к песочному. Сейчас он довольно сухой, его обязательно нужно будет пропитывать. А пока упаковываем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2 часа. Для муссовых слоев заранее замачиваем 20 грамм желатина в 120 граммах воды и прогреваем до растворения. Очень удобно один раз замочить весь желатин, а затем отмерять в граммах нужное количество смеси на каждый слой. Подготовим основу нашего тортика. Для этого срезаем верхнюю корочку с коржа, для того, чтобы позволить пропитке тщательно пропитать наш корж. Выкладываем корж в форму. По бортику проложена ацетатная пленка для удобства извлечения. Для пропитки я использую 20 грамм сиропа топинамбура, смешанного с 20 граммами воды. Равномерно распределяем пропитку по коржу. И приступим к приготовлению белого крема. Нам понадобится 700 грамм мягкого творога или рикотты в любой пропорции. Если вы не очень любите творог, то лучше возьмите рикотту. Продукты должны быть комнатной температуры. 70 грамм сухого молока, оно придает сливочный вкус. И 25 грамм подсластителя. Все перемешиваем до однородности с помощью блендера. Вот такая гладкая однородная масса у нас получилась. В отдельную емкость перекладываем 300 грамм крема. Сюда же добавляем 1 чайную ложку ванили и 32 грамма замоченного желатина. Тщательно размешиваем венчиком. Если ваш крем был холодным, то желатин может свернуться. Если вдруг это произошло, совсем немного прогрейте крем до однородности, тщательно помешивая, но не нагревайте выше 40 градусов Цельсия. Выливаем крем на основу. Разравниваем лопаткой. Слегка потрясите, чтобы выровнять поверхность. Охлаждаем до застывания в холодильнике 1-2 часа или в морозилке около 20-30 минут. Теперь подготовим черничный крем. Нам понадобится 180 грамм черники,
У меня черника замороженная, но можно взять и свежую. Добавляем 100 грамм воды и тщательно измельчаем в блендере. Перекладываем в ковшик и нагреваем до кипения в целях стерилизации. Теперь эту смесь нужно пропустить через сито, чтобы избавиться от мелких косточек и шкурок. Тщательно перетираем с помощью лопатки. Должно получиться около 200 грамм жидкого черничного пюре. Если вдруг у вас получилось меньше, добавьте воды до нужного количества. Добавляем к пюре 12 грамм подсластителя и размешиваем. Для второго слоя смешиваем 270 грамм белого крема и 30 грамм черничного крема. Вот такой очаровательный сиреневый оттенок получается. Очень красивый. Сюда добавляем 35 грамм замоченного желатина и также тщательно размешиваем. Выливаем на остывший белый слой. Немного разравниваем. Этот слой сразу начинает застывать возле бортиков, охлаждаясь, видимо, от холодной формы. И хорошенько потрясем. Отправляем в холодильник до застывания, примерно на 1 час. Для третьего слоя смешиваем 210 грамм белого крема и 80 грамм черничного крема. Получается уже яркий фиолетовый цвет. Сюда добавляем 45 грамм замоченного желатина и также тщательно размешиваем. Выливаем на остывший сиреневый слой. Немного разровняем и потрясем. Отправляем в холодильник до застывания, примерно на 1 час. Для последнего слоя смешиваем 90 грамм черничного крема и 21 грамм замоченного желатина. Тщательно размешиваем. В качестве декора у нас будет звезда по центру. Чтобы сделать такое лаконичное оформление, я взяла вырубку звезду и слегка смазала ее кокосовым маслом с наружной стороны. Устанавливаем звезду в самый центр. И немного вдавливаем в предыдущий слой, буквально на миллиметр или даже меньше. Заливаем слой черничного желе. Разравниваем. И отправляем в холодильник до застывания, примерно на 2-3 часа, до полной стабилизации торта. Верхний слой застыл, можно снимать звезду. Очень аккуратно отклеиваем сначала с одной стороны и далее по кругу. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Тортик готов. Давайте его разрежем. Мне очень по душе такой простой лаконичный дизайн, четкие линии, вот эта красота в простоте. Изюминка оформления такого торта в игре цветов и в лаконичных формах. По вкусу в корже яркий акцент дает цедра лимона. Он прекрасно гармонирует с черникой. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Пока!